Данная модель была выпущена в небольшом тираже, и это признак первой партии производства. Концепт нового вообще видения часов. Историю, вот если бы они попали бы в самую точку, и это было бы действительно так, что мы приблизились, только посмотрел на запястье, и ты понимаешь, что да, это часы, которые я хочу носить. И всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики и любители часового мира. Сегодня хочу вам показать кое-что очень красивое, эксклюзивное, модель наручных часов 70-х годов. Место, которое славится лучшими и точными механизмами, Швейцария. Это Радо. Итак, все, не буду вас мучать, открываем. Открывается тугенько, наверное, создано для оттягивания времени, чтобы открытие длилось как намного дольше. Ну, это как делает Apple, чтобы получить удовольствие именно от распаковки. Внутри нас встречает кожаный футляр, фирменная тряпочка там, ну, мы потом вернемся к ней, посмотрим. Документация нас встречает снизу. Коробка внутри пропечатана, как мы видим, логотипами. Так, именно все очень дорого, богато, презентабельно. Давайте достанем наш... Пока я отложу верхнюю часть коробки. И вот те самые часы. Это Радо NCC 101 70-х годов. Первая партия. Это первый выпуск этой модели. Это просто космические часы. Это премиальный продукт Швейцарии, поэтому они все показывали, рассказывали, рекламный ход. Я даже нашел одну рекламную визитку, ну не визитку, а как листовку, которую, ну, скорее всего, раздавали, может быть, на улицах или покупателям в наручных магазинах, не знаю, где была реклама данной модели. Я прикреплю, вы посмотрите. Там даже указана цена, и указана цена, насколько я помню, или в юанях. Ну, я пытался перевести на наши сегодняшние деньги, но я не... Итак, во время монтажа я все детально изучил. Это валюта у нас в иенах. Тут я сейчас прикреплю фото. Это курс доллара 70-х годов, иены, к скольки к доллару. Потом я пересчитал 197 долларов. Это на 73-й год. Далее я нашел информацию про рубли, к скольки 1 доллар относился в копейках. И это получилось 148 рублей. Сейчас прикреплю фотографии. Я пробовал эти часы с кожаным белым ремешком. Ремешок, конечно, не супер качество, то есть он недорогой. Но, в принципе, с белым ремешком очень красиво. Ничего не могу сказать, белый ремешок сюда подошел. Вот, но они именно помолодели лет, наверное, на 40. Они такие стали тинейджерские. Радо NCC 101 – это про неповторимый дизайн. Это про дизайн в форме телевизора с широким корпусом и стилизованным циферблатом, который воплощает в себя видение космической эры 2000-х годов, когда все будут приближаться к космическому трафику. Вот представьте, с какими побуждениями, с каким взглядом на будущее конструктора строили эти часы, и именно вот хотели впечататься в историю, вот если бы они попали бы в самую точку, и это было бы действительно так, что мы приблизились к космической эре. И хоть сейчас и 2023 год, и мы все еще застряли в нашем дорожном движении, но эти часы — это настоящее произведение именно искусства. И ты вот носишь, только посмотрел на запястье, и ты понимаешь, что да, это часы, которые я хочу носить, хочу иметь в своей коллекции. NCC — это аббревиатура от New Case Concept, то есть это новый
корпус, концепт нового вообще видения часов. Это новая концепция корпуса. Много раз их покрутил, но мы еще не посмотрели внутри. Это плоская задняя крышка, которая фиксируется с помощью болтов. Это были первые часы, которые фиксируются данным способом. Сейчас это уже как бы, ну, этим уже не удивить. Вот идет фиксация с помощью таких выпуклостей. И защелкивается в определенные в свои места. Есть надпись, что это stainless steel, понятное дело. А так больше никаких опознавательных знаков нет. Но я уверен практически на 98%, что это ремешок оригинал. Потому что много видел и фотографий eBay, и видеоролик даже в YouTube видел, кажется, что эта модель шла именно с этим ремешком. Еще, дорогие мои друзья, NCC можно расшифровать это как вымышленное обозначение для звездолетов, которое было задумано в рамках популярного футуристического космического сериала «Звездный путь». Это комбинация префикса корабля НС, атомный корабль, и аббревиатуры Советского Союза СССР, чтобы показать, что США и Советский Союз пришли работать вместе. То есть, что им пришлось работать вместе, чтобы создать Звездный флот. РАДО, это можно так сказать, что, ну, возможно, также адаптировала НЦЦ из Звездного пути для обозначения своей футуристической линии часов. Начало выпуска данной модели было положено в 1969 году, а именно эта модель была выпущена в 1973-74 году. Итак, еще с таких интересных моментов, что данная модель была выпущена в небольшом тираже. Всего было 25 тысяч моделей. В часах установлено акриловое стекло. И это признак первой партии производства. Еще у нас оно фигурное, то есть мы видим, что оно у нас выпуклое, что является тоже признаком оригинальности. Могу предположить, что часы все-таки приехали к нам с Италии. Потому что часы оснащены итальянской раскладкой. Ну и корни, и целевая аудитория, судя по всему, была это Италия. Часы вот выглядят достаточно как большие весомые, да, но я бы не сказал, что они прям большие. Допустим, в сравнении даже с Ориент. Не, ну Ориент чуть-чуть легче. Радо потяжелее, конечно. Я даже решил встать для того, чтобы показать вид сверху. Под костюм, туфли, классические черные брюки. Это то, что нужно. И это часы, которые реально стоят денег. И мне так кажется, что в будущем они должны стоить еще больше и больше. Именно, наверное, поэтому я и занимаюсь часами, и так увлекаюсь, и собираю, и прям полностью меня это поглотила тематика. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, спрашивайте, узнавайте. Я с радостью буду вам отвечать, комментировать. И постараюсь как намного больше выпускать роликов, потому что мне на самом деле рассказывать очень много есть о чем. Советские часы я, конечно, не совсем люблю, но они у меня имеются, да. Там какие-то даже с историей есть о чем поговорить. Ориент вообще много, то есть там говорить, не переговорить. Поэтому подписывайтесь, следите за каналом. И в скором будущем мы уже с вами встретимся. А для вас это всего лишь в следующем ролике. Поэтому всем хорошего дня, всем удачного дня, всем удачи, всем пока.